О чем мы думаем, когда мы пишем синглтон? Синглтон является антипаттерном. В чем здесь может быть проблема? В чем здесь сыр-бор? В Java есть оптимизации, да? Одна из главных проблем в синглтоне, потому что непонятно, как его тестировать. В принципе, конфетка. Ребята, всем привет! Меня зовут Настя. Я очень рада видеть вас снова на нашем канале. Сегодня мы с вами опять погрузимся в паттерны. И сегодня мы с вами поговорим про такой, наверное, самый распространенный, не самый распространенный, а первый, который приходит на ум, это синглтон. Вот давайте мы сегодня поговорим про него, выясним все его минусы и плюсы. Некоторые не знают, но синглтон является антипаттерном, да? Можете написать в комментах, почему, если вы знаете. Мы в дальнейшем это обсудим, но сейчас можем приступить к написанию кода. Поехали! Напишу вам синглтон таким, каким я его видела несколько лет назад. Значит, смотрите, да, что мы делаем, о чем мы думаем, когда мы пишем синглтон, да? Первое, конечно же, у нас должен быть какое-то поле класса, да, статическое, естественно. Так. И обязательно, конечно же, приватный конструктор, потому что нам нужно запретить, да, создание объектов. Нам не нужно плодить наш синглтон. Он у нас forever alone. И соответственно, нам нужно как-то получать объект, да, поэтому обычно делаем статический метод, который нам будет возвращать инстанс. Окей, и как это обычно водится, что мы делаем? Мы проверяем, да, если у нас объект еще не создан, то, собственно говоря, мы его создаем. Если он был создан, сейчас давайте допишем. Так, если он был создан, мы его просто возвращаем, да. Дальше тут может идти какая-то бизнес-логика, не суть, да. Смотрите, вот так я видела свой синглтон несколько лет назад. Кто из вас знает, в чем здесь может быть проблема? Давайте напишите про это в комментарии. Конечно же, что здесь не так? У нас здесь может быть проблема с многопоточностью, да? Давайте представим, что у нас несколько потоков приходят в наш get-instance и пытаются его захватить. Вот. И, конечно, шанс может быть маленьким, но наш синглтон может превратиться в даблтон, триплтон и так далее, да? То есть, и смотрите, да, если такое будет происходить, это явный божок, который будет отловить очень-очень-очень сложно, да, потому что зарепродюсить это или воспроизвести по-русски будет довольно проблематично. Поэтому, конечно же, многопоточка — это одна из главных проблем в синглтоне. Что первое приходит на ум, конечно же, добавить какую-то синхронизацию, да, добавим синхронайз к нашему методу, и что мы здесь получаем? У нас может быть проблема, точнее, не может быть, она будет с перформансом, да. Как у нас будет работать синхронайз? Придет один поток, а все остальные будут ждать. То есть время может тянуться вечно, пока следующий поток сможет взять блокировку. Смотрите, да, что приходит на ум следующее, давайте мы не будем писать синхронайз на методе, да, будем там брать блокировку где-нибудь вот здесь, да, будем брать ее вот так. И смотрите, кто знает, что я пишу, как это называется, пишите в комменты. Что я делаю тут такое? Короче, это всем известный дабл-чек. Я надеюсь, он вам известен, да? То есть в чем здесь сыр-бор? Когда у нас приходит новый поток, да, там мы проверяем, у нас синглтон был создан или нет, убеждаемся, что он не был создан. Дальше мы идем, берем блокировку на синглтон класс и дальше делаем еще одну проверку на всякий случай, мало ли там где-то когда-то уже был создан наш инстанс. Если он все-таки не был создан, то мы его создаем и возвращаем, да. Таким образом, у нас происходит дабл-чек, и как вы думаете, в чем здесь проблема? Тоже про это обязательно пишите в комментарии. Я расскажу через пару секунд об этом. Проблема здесь в чем? Здесь проблема в Java-оптимизациях. Не знаю, слышали вы что-то про это или нет, но, в общем, в Java есть оптимизации, да. То есть каждый раз, когда мы работаем с Java, мы сначала получаем байт-код, да, потом этот код превращается в нативный код, да, и, соответственно, если вы вызываете метод, раньше так было, да, если вы вызываете метод там n-ное количество раз, то n-ное количество раз будет превращаться в нативный код, да, то есть как бы это не очень хорошо, поэтому решили добавить кэширование. Добавлять на все
как-то не очень, да, поэтому, когда появился Hotspot, стали, так сказать, кэшировать такие горячие методы, то есть методы, которые там вызываются много-много-много раз, очень часто, и вот их пришли к выводу, что их будут кэшировать. И как бы это все, конечно, супер классно, но прежде чем закэшировать, Java использует оптимизации, да, и эти оптимизации, они могут влиять на работу наших паттернов, да, вот в случае с нашим синглтоном есть такая оптимизация в Java, которая называется Out of Order Execution. Я, наверное, не буду сейчас очень-очень подробно на этом останавливаться. Кто захочет, тот может пойти и почитать банально в Гугле про это, да. Но в нашем случае, да, эта оптимизация может решить там, что одна из проверок здесь не важна, да, то есть можно ее просто опустить, и, соответственно, мы можем получить наши баги. То есть мы таким образом возвращаемся к старту, грубо говоря, да, то есть наш синглтон написан не очень верно. Ну, смотрите, в принципе, как эту всю ситуацию можно исправить? Появилось такое в Java keyword volatile, да, который можно использовать. То есть что он нам говорит? Он говорит нам, ребята, это переменная очень чувствительна, да, нам не нужна здесь оптимизация. Но, грубо говоря, все происходит так, да, поэтому volatile, в принципе, нам поможет, да, и, в принципе, сейчас синглтон написан более-менее хорошо. Вот. Вернее, даже если дело касается доморощенных вот таких вот синглтонов, я считаю, что вообще, в принципе, конфетка. Если вы считаете не так, обязательно пишите в комментарии. И обязательно напишите, используете ли вы вот такие вот доморощенные синглтоны, или вообще их лучше никогда не использовать. Нам очень важно, на самом деле, ваше мнение, и мне в том числе. Я обязательно почитаю все комментарии. Вот мы с вами поговорили про то, как правильнее всего написать наш синглтон, да. Ну, кроме этого, давайте коснемся таких вещей, что есть lazy singleton, то есть вот он у нас, да, он у нас lazy, да, он у нас, его инициализация происходит по вызову, да, когда мы вызываем по вызову, когда мы вызываем get instance. Но также это может быть eager, да, то есть когда мы там, не знаю, инициализируем его сразу, да, ну, то есть не будем здесь слишком много расписывать, ну, там, его нужно будет создавать через new, да, и, соответственно, здесь тоже немножко код поменяется, ну, короче, суть на самом деле ясна, не думаю, что на этом стоит очень подробно акцентировать внимание. И, конечно же, еще есть синглтоны, которые, был такой тренд, наверное, у меня на проекте практически все синглтоны написаны на инамах. Я думаю, что вы тоже не раз их видели и сталкивались. Кстати, вот интересно, напишите, если вы вот пишете что-то подобное, да, чем вы пользуетесь, у вас там lazy синглтон или нет, и используете ли вы инамы для этого, да. Тоже очень интересно. Я говорила вам про минусы синглтона, да, то есть мы коснулись, что это многопоточность. Дальше вообще синглтон антипаттерн, потому что он не выполняет single responsibility принцип, да. Просто этому парню приходится заботиться не только о том, чтобы быть forever alone, ему еще приходится заботиться о своей бизнес-логике, то есть, вернее, даже наоборот, да, то есть вместо того, чтобы просто заниматься, скажем, бизнес-логикой, он еще занимается тем, что ему нужно понять и обеспечить, ему нужно сделать так, чтобы он был всегда один. В общем, чтобы инстанс всегда был один. Вот, поэтому single responsibility принцип нарушается таким образом, да. Дальше, естественно, проблемы с тестированием, да, потому что непонятно, как его тестировать, юнит-тестирование очень сильно затруднится, и представьте, что у вас там есть какие-то классы, которые завязаны на синглтон, и как бы, да, ну вы не сможете их протестировать без этого синглтона, да. Ребята, если вы еще знаете какие-то минусы касательно синглтона, пожалуйста, пишите про них, все обсудим. Мне лично это очень интересно, я буду отвечать на каждый коммент. Да, ребята, спасибо вам большое за внимание, обязательно пишите комменты, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про это, нам это все очень важно. Увидимся с вами в следующем видео. С вами была Настя. Всем пока-пока.